у тебя в чем прикол так Украину ставить? Как? Ну вот впереди флажок у тебя стоит. Да, впереди планеты всей нашей Впереди великой. тебя. Какой плачом ты? О чем ты? Перестань. Ты бы хоть, Великая хоть держава, бы великая. погладил его для приличия. Великая держава, великая страна. А в чем ее величие, если вы зависите полностью от Запада? От Львова Вплоть или до от принятия решений. Ивано-Франковска? А, Слушай, ты молодец, занимайся своим делом, ты на своем месте. спасибо большое. Вам желаю всего хорошего. От души. До свидания. Здрасте. Здравствуйте. Могу русской мовой размовлять? Да пожалуйста. Но у вас просто прапор Украины висит, я вот не знаю. Ну, На я какой вижу улице из Казахстана, откуда вы украинскую мову-то разумеете? Ну, за 2 года выучу, за 3. А вы у нас в гостях были? Нет, 22 февраля я позвонил представителю Украины в Казахстане и выразил свои соболезнования. Начал смотреть Украина-24, смотрю все паблики, и этот язык мне, он понятен. Я его понимаю как-то Вот что. Слушайте, впечатлен, вы меня впечатлили, если честно. А не могли бы рассказать, что повлияло на вас? Почему вы приняли такое решение? Я проснулся 22 февраля и прочитал все эти новости, и я не смог, короче, устоять в стороне. Ну, у меня вообще активная гражданская позиция, я хожу на субботники, я не бросаю окурки мимо урн. То есть у меня такая позиция, что мне нужно. Я позвонил, короче, узнал до сих пор с этим общаемся, он мне выдал свой личный номер, и какому фонду можно пересылать деньги, потому что очень много появилось мошенников, то есть я поехал через банк, отправил помощь, да помогу, потому что, нельзя нападать. Я русский, и мне стыдно за свою нацию, я у всех украинцев прошу прощения за свою нацию, я русский, мне стыдно. Ну, у всех вы так, у меня вы не просили прощения, вы говорите у всех. Ну, извините меня, пожалуйста, за мою нацию, что мой русский народ напал на вашу страну. Я его Да не я на выбирал, вас не я обижаюсь, родился... я по одной простой причине на вас не обижаюсь, просто потому что вы не русский. Вы обычный вырусь. Да, вы можете меня обзывать как угодно, это ваше дело, я не Нет, знаю, это как позировать. вырусь, это не оскорбительное слово, это просто вы больше, будучи этнически принадлежащие к одному народу, вы только этнически, ДНК только у вас связана с русскими. Больше никак вы с ними не связаны. Это как вырусь, это как перерождение такое вот. Как метаморфоза у бабочки сколько. Не, побачьте, дядьку, смотрите. Я вообще пришел к выводу, что русской нации как так таковой не существует. В принципе, или вы имеете в виду какую-то территорию, где она не существует? В принципе, не существует от России, русских так таковых не существует. Мы все вышли от вас. Русь С Украины? Ну, конечно, а откуда? Я не знаю, как вы думаете, я просто уточняю. Бля. Ай-яй-яй. Я был шокирован сейчас. И вы знаете мою манеру, я не собирался ему противоречить, я даю собеседнику полностью раскрыться себя. Я не только даю, я еще сам ковыряю, чтобы заглянуть в человека. Мне это более интересно, чем сидеть спорить с каким-то недалеким. Когда это блогер, это одно. И когда я знаю, что я разговариваю с блогером, это одно дело. А когда простой человек, извиняюсь, человек, не принимающий участие в каких-либо там спорах или еще что-то, простой собеседник, я так
Не ставлю там блогер, что блогер кто-то там. Ни в коем случае нет. Ну, вы понимаете, о чем я. Это другая у меня манера разговора. Но он тут даже согласился с вырусью. Вы понимаете? Я, когда он оскорбился, я попытался довольно-таки грубо и... Ну, вы видели, да? Это, это не аргументация. Но он согласился с этим. Страшно. Страшно. Извините, говорит, меня, зато мне стыдно быть русским. Твою мать. Была история лет 15 назад. Мы сидим на озерах, выпиваем. Среди нас как этнические немцы, как этнические русские. Санька Казах с нами, по-моему, сидел. Его Сансенсбай вообще звать. И приходит немец коренной. Садится к нам, там, здрасте, здрасте, туда-сюда. И начинает вот плакаться, да, и произносит такую фразу, что мне стыдно быть немцем. После этой фразы такая тишина. Я думаю, что он физически почувствовал вот эту лютую неприязнь к нему. Он тихонечко встал и ушел. Мы не произносили ничего после этой фразы. Это омерзительно быть кем-то, быть русским и говорить, что тебе стыдно быть русским. Это омерзительно быть немцем и говорить, что мне стыдно быть немцем. И это... Ой-ой-ой, короче. Это неописуемо. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. А вы откуда? Мы из Германии. Понятно. Как там в Германии? Да ничего, живем потихоньку. Понятно. Привыкли Не, уже. а вообще вы откуда? Казахстан. Понятно. Ясно. Родился еще при Советском Союзе, а выехал в Германию, это был уже независимый Казахстан. Понятно. Не, просто значок украинский висит. Это я оставлю через VPN из-за технических тут проблем. Именно в рулетке этой. Понятно. О чем беседуете? Не-не, а что значок такой ставите из-за технических? Соединений я больше хочу с украинцами поразговаривать. И когда ставлю значок украинский, соединений больше с украинцами. А так только россияне идут. А о чем вы с украинцами беседуете? Вот разговариваю о событиях последнего десятилетия. Ну, и что они вам отвечают? Ой, все по-разному. Большинство согласны, с Майданом. А есть процент такой небольшой, но есть процент, который говорят, нет, Майдан привел нас к разрушениям, к тому, что сегодня вот у вас происходит. Понятно. Ну а вы как считаете, вот лично вы? Я лично считаю, что Майдан привел к раздроблению украинского общества. Ну, в общем-то, да, я с вами согласен. Ну, а те, которые не согласны, вы как-то с ними беседуете, они соглашаются как-то с вашей точки зрения? Те, кто в смысле не согласен, со мной, которые не согласны? Нет, вот те, которые говорят, которые согласны с Майданом, что Майдан это хорошо. И когда вы им высказываете свою точку зрения, что Майдан привел к раздроблению, они с вами не согласны. Да. И как они? Как поведение я вам расскажу. Если это блогер, мы ведем какие-то дебаты, пытаемся, по крайней мере. Если это не блогер, меня просто посылают нахрен и переключаются. Это есть, это есть. А в принципе, в разговоре, допустим, если он согласился с вами на диалог, он как-то нормально беседует, рассуждает, логически рассуждает, или нет, или сразу маты. Нет, попытки от некоторых есть, да, попытки, говорят, ну смотри,
Александр, я не помню, представился я или нет, мне Александр, они типа, вот, Сашка, смотри, у нас то-то, то-то произошло. Я говорю, ну да, это правильно, произошло то-то, то-то, но из-за чего это произошло? Вот из-за чего это произошло, вот тут камень преткновения. Все, не согласен он и все. А я вам скажу почему. Они внутри, там, внутри, они понимают. Но как только они начнут с вами логически беседовать, отвечать правильно на ваши вопросы по датам, по числам, по причинно-следственным связям, что раньше, что позже, они мозгом чувствуют, что они станут на очень тонкий и скользкий лед. И правильные ответы будут не в их интересах. Я вас Поэтому- понимаю, так оно и есть. Поэтому- Но при всем, извиняюсь, что перебиваю. Поэтому лучше сразу перейти на крик, обматюкать и уйти. Но, понимаете, Знаете, если... как обычно, знаете, как обычно, два мужика дерутся, ты уже понял. Короче, пошел ты нахуй, я ушел, все, иди к ебаной матери, я пошел, все. И пошел, все. Успокоился. Да, ну, я вас А внутри прекрасно он понимает, понимаю. что он проиграл. А дело в том, что тут, понимаете, это на менталитет играет очень большую такую роль. Убирать глаза от происходящего, мы не изменим происходящее, мы не исправим его. И получается, что... Это как маленькие детки, как что-то страшно, не, глаза Да, закрыли, да, и да. думают, сразу волк пропал. блядь. Да, да. Но волк не пропадет. Ну вот. Ну а в процент, вот допустим, из 100 человек процентное отношение тех и тех. О, раньше, когда я был в той рулетке, я бы мог точнее сказать. Сейчас я затрудняюсь. Почему? Потому что в этой рулетке, если по соотношению, наверное, 80/20, я, наверное, скажу. То есть 80 за Майдан. Да. А вот эти люди, которые за Майдан, они в данный момент находятся на территории Украины или вне? По-разному, по-разному. Хорошо, стоп. Теперь возьмем эти 80%, которые вы говорите по-разному. Процентное отношение, которое на Украине находится и которое за чертой Украины. Я думаю, Сколько пополам, примерно? 40/40, наверное. Не, 50 на 50 получается. А от того количества 50/50, да, да. Понятно. И Ну знаете да. что, я еще уменьшу те люди, которые сегодня на Украине или в государстве Украина, они, думаю, боятся, еще есть процент определен, который он вслух произносит одно, но это не то, что он думает по правде. Я с вами согласен. Этот коэффициент тоже надо учитывать. Я Тоже с вами надо согласен. учитывать, Он да. тут будет говорить, что вот так, вот так, вот так, но это действуют некие, сами понимаете, какие силы. Тут я с вами согласен. На той неделе с женщиной одной разговаривал. Она, еще на территории Украины, да, находится. И говорит, когда у нас, говорит, в жизни здесь где-то в магазинах, говорит, кто-то стоит, допустим, Россию там ругает, и мне, говорит, приходится тоже постоять там, поорать, чтобы просто в меня не заподозрили в какой-то симпатии, что-то такое. Ну да. Господи, Как блин, говорится, приходится одевать тоже овечью шкуру, чтобы не выбиваться из стада. Все правильно. Тут я с вами согласен. Так, Как а вы в это Германии в страшно, каком так городе? жить страшно. Ну да. Я А так вы в понимаю, Германии- вас нельзя показывать на Ютубе. Да ну, можно и не надо, конечно, лучше. А вы на стриме или просто запись? Это не идете? стрим, это запись идет, да.
Нет, ну спрашивайте меня о чем-либо, оно желательно закрыть. Если хотите выслать, если мой ролик, ну, наша беседа вам покажется интересной, можете выставить, но закроете. Меня всегда интересует, знаете, как вообще так произошло. Мы, родители, ну, взрослые, мне 43. Ну, вот я как раз, наверное, буду относиться к вашим детям. Не подумайте, что я вину перекладываю на вас, но как так получилось, что мы, ну, родители воспитывались в одном обществе, с одним пониманием, а дети наши, это получается идеологические противники для нас. Я поищу, наверное, еще больше поясню. Мы с Советского Союза имеем воспитание. Мировоззрение наше советское. Да, сейчас наши дети выросли в новом что-то, но так получается, что родительское влияние вообще... Не было вообще родительского влияния на взращивание, воспитание детей, что как будто это только школа и детский сад и государство. Это вы имеете в виду ваших родителей и конкретно вас? И я... Нет, у меня-то как раз-таки все просоветское. Я вообще... Вот. А кого вы имеете в виду? Вас как родителей и ваших детей? Я немножко неправильно вот тут выразился. Люди, которые за Майдан, это большинство молодежь, это где-то до 40 лет. А такого возраста, как вы, это все-таки понимают, что произошло и как. Тут я с вами не согласен, Не потому все, что не все. тут, если брать в процентном отношении, то я знаю и таких, как я, даже старше, тоже такие повернутые, и младшие. И наоборот, есть вот я встречал и 18-летних, и 17-летних, соображают очень правильно. Поэтому тут... А я про тех, которые у родителей соображают, а дети у них не соображают. Вот об этом я спрашиваю. Как так получается, что мы не влияем, не воспитываем своих детей, и это дети воспринимают все извне. Институт семьи куда-то исчезает. Тут я с вами согласен полностью. Вот у меня дети правильно воспитаны так, как вы. Вот лично как вы. Вот лично вы. У меня дочь, сын и дочь. 43, 42 и 27. Вот мне 43. Поэтому, да, тут сын у меня точно такой, как и вы, 42. Вот. Поэтому, да, он у меня воспитан правильно. Не надо быть агрессивным, нужно ко всем относиться нормально, не надо никого силой тянуть, допустим, в данном случае в Европу, не надо было поднимать. То есть он вот так он у меня воспитан. И дочка. Поэтому тут, да, я с вами согласен. Если дать на откуп только школе и улице, то ничего хорошего не получится. Не получается, Потому что, естественно, что в процентном отношении дома он, по сути дела, с родителями вечером, ночь переспал и утром пошел в школу. То есть, если так брать, то 15 часов в сутки. Вот. 15 часов. Если брать посуточно, то это большее количество часов в сутках. Но там же ночь, ты же ночью его не воспитываешь. А вечер там покушали, телевизор, все. То есть основное активно, пусть это будет 7 часов. Контакта. С 8 там. Но оно активное время. И там за эти 3-5 часов можно напрессовать такого, что мама не горюй. Да. Поэтому это как в армии раньше было. В армии служишь 2 года, но там в эти 2 года спрессовываются, ты понимаешь, и подлость, и наглость, и дружбу, и товарищество, и взаимопомощь, и то, и то, и то. То есть в эти 2 года успевает у человека спрессовываться опыт жизни, большой пласт. Для тех, кто не в армии,
на этот опыт нужно затратить, допустим, 10 лет. Согласен, согласен. А И то человек, не который всегда побывал в даже армии- потратится за 10 лет, складется даже. Вот. А за 2 года ты узнаешь человека и подлость, и как он тебя выручит, и как он тебе займет в долг, и как он, ну, то есть, понимаете, да? Все активно происходит в 2 года. Так и здесь. За эти 8 часов, которые он находится на улице, там можно насрать так, что мама извини. А А домой если еще- приходит, вечером покушал, лег спать, утром встал, пошел на работу. Если еще взять во внимание, что семья, допустим, не полная, отца нету, то тут совсем беда, сушите весла. Это пока человек там к 40-45 это все переработает, через такие буреломы пройдет жизненные, что... А мог Ну и бы бывает, это и, всё допустим, сократить. ну бывает и полная семья, а если им Да. наплевать, о чем там ребенок думает, то тоже. Поэтому да, тут я с вами согласен. Тут я полностью с вами согласен, конечно. Тут да. Так что такие вот дела. У вас, А вы может, давно там? в Германии? А вы давно в Германии? С 2001 года я тут. А вы там уже полностью, как положено, переехали, получили гражданство, там это все. Ну, мы А переехали... вы как... Да, я как немец переехал, мы через 3 месяца уже паспорта уже на руках были через 3 месяца. Мы, То есть понимаете, и ваша мы семья, и родители... Да, мы всей, как сказать, кровной линией поехали. Понял. Мы еще документы, живя в Казахстане, мы все документы собрали, отправили. В моем случае, в нашем случае, это понадобилось 5 лет. Через 4 года мы получили языковой тест. Кто договор ставит, антрагштеллер, тот сдавал, не каждый человек сдавал языковой тест, а тот, кто паровоз, так скажем. После сдачи теста, через год, по-моему, в конце 2000 года мы получили вызов, приглашение. И вот по этому приглашению мы уже поехали в Германию. Ну а у вас там были родственники какие-то, то есть вы же не в пустое место ехали, родственники какие-то знакомые были? Да, к этому времени уже у нас треть деревни переехала в Германию. То есть было вам кому помочь там на первых порах? Я вам скажу так, да, было, но мы были полностью на обеспечении государства. Вплоть до... Нам вернули даже деньги, потраченные на билет туда, что мы ехали. Нет, то, что государство это одно, а друзья, знакомые, это совсем другое, вы же понимаете. Да, приезжали прям туда, в лагерь к нам приезжали. Ну, кто что, кто-то там денежкой поможет, кто-то там... По советам, все, я с вами согласен. Кастрюли какие-то, ну, посуду привезут, в чем готов. Ну, вот такое, да, было. А это немаловажный фактор. Это очень сильный психологический фактор здесь будет играть, что ты более, ну, как защищенно себя чувствуешь. Какие мы бы там немцы не были, мы все равно ментальность у нас другая, советская, и мы приехали, ну, к своему народу, но мы не знакомы с этим своим народом. И тут такие моменты психологические, это очень важны. Я с вами согласен, понятно. Ну, ладно, удачи вам, подписчикам. Привет, Спасибо большое здоровья вам. Всего хорошего, держитесь. Я лицо закрою ваше. Счастливо. Удачи, все, удачи. До свидания. Спасибо большое за просмотр. До скорых встреч. С вами был Сашка, сам себе на уме.